Друзья, всем привет! Вы на канале Шифр Земли. В январе 1862 года в Сибири за одну ночь исчез целый кусок земли. Степь, дома, скот– все ушло под воду. И это не легенда, это задокументированный факт. Потому что Байкал не просто озеро. Он разрывает континент пополам. И сегодня я расскажу, к чему это приведет. Всем приятного просмотра. Январь 1862 года. Цаганская степь на восточном берегу Байкала. Зима, мороз, тихая ясная погода. В 5 бурятских улусах живут около 1300 человек. Скот стоит в загонах, в домах топят печи, во дворах лежат бочки с засоленной рыбой. Обычный зимний день, ничего особенного. Первые легкие толчки начались еще 9 января, потом еще раз тряхнуло 10-го. Люди привыкли, тут периодически потряхивает, ничего нового. Но 11 января, около 2 часов дня, из-под земли пришел гул. Не звук, а именно гул, который чувствуешь не ушами, а всем телом. Через секунды земля начала ходить так, что ни люди, ни скот не могли устоять на ногах. 20-пудовые бочки с рыбой, а это примерно 320 килограммов каждая, перекатывались по дворам от одного забора к другому. Из трещин в земле била вода с илом. Из колодцев выбрасывала грязную жижу на высоту больше 2 метров. В Иркутске, за сотни километров от эпицентра, колокола во всех церквях зазвонили сами. Стены каменных домов пошли трещинами. На Амгаре и Ушаковке ломался лед с таким грохотом, что люди выбегали на улицу. А в Цаганской степи началось самое страшное. Через трещины во льду Байкала вода медленно поползла на сушу. Не волной, не ударом, а тихо, неотвратимо. К утру следующего дня буряты сквозь густой пар увидели, что их дома затоплены по окна. Вода продолжала пребывать еще сутки. 13 января она пришла уже стеной со стороны Байкала, и глубина в некоторых местах достигла от 10 до 12 метров. Когда все закончилось, Цаганской степи больше не было. Около 200 квадратных километров суши ушло под воду. 5 улусов, 310 домов, 357 юрт. Погибли 3 человека и больше 17 тысяч голов скота. Исчезли пастбища, пахотные земли, запасы зерна и сена на общую сумму больше 500 000 рублей, а в ценах 1862 года это огромные деньги. На месте степи образовался залив, который до сих пор называется Провал. Он существует и сегодня, можно доехать и посмотреть. Это было самое мощное землетрясение на Байкале за всю историю наблюдений. Магнитуда около 7,5, интенсивность в эпицентре 10 баллов. Толчки ощущались на территории почти в 2 миллиона квадратных километров, от Монголии до Киренска. Но вот что важно, для ученых это событие было не просто катастрофой. Оно стало одним из доказательств того, что Земля под Байкалом живая. Она движется, трескается, расползается. И делает это не от случая к случаю, а постоянно. Байкал лежит в центре гигантского разлома земной коры. Ученые называют это Байкальской рифтовой зоной. Если совсем просто, 2 литосферные плиты, сибирская и амурская, медленно расходятся в разные стороны. Амурская плита смещается на юго-восток. Между ними тянется трещина, и на дне этой трещины как раз находится Байкал. Берега озера расходятся. По данным GPS-измерений, скорость составляет от 3,5 до 5 мм в год. Звучит как ерунда, но за миллион лет набегает от 3 до 5 километров. А за десятки миллионов лет рифт может расколоть целый континент. Сейсмографы в районе Байкала регистрируют от 3 до 8 тысяч толчков ежегодно. Большинство из них настолько слабые, что их улавливают только приборы. Но они показывают одну и ту же картину. Земная кора здесь растягивается, разламывается и проседает. Процесс идет прямо сейчас, пока вы это читаете. Ученые из Института геологии и минералогии С-Оран восстановили тектоническую историю этого региона за последние десятки миллионов лет. Байкальский рифт зародился в кайнозойскую эру и вступил в активную фазу от 5 до 7 миллионов лет назад. Но на этом же месте разломы возникали и раньше, еще в мезозое, от 70 до 100 миллионов лет назад. Земля тут трескалась задолго до того, как появилось само озеро. И вот здесь начинается самое интересное. Такой же сценарий — растяжение коры, углубление разлома, заполнение водой — уже однажды привел к рождению целого моря. Красное море начало формироваться около 25 миллионов лет назад, когда Аравийский полуостров стал отъезжать от Африки. Сначала появилась трещина, потом она заполнилась водой.
Потом трещина стала шире, глубже, и в нее хлынул океан. Сегодня Красное море расширяется примерно на сантиметр в год, а в его центральной части уже образуется новая океаническая кора. Байкал идет тем же путем, просто медленнее. По прогнозам, если геодинамическая обстановка не изменится, через примерно 20 миллионов лет рифт расколет Евразию на две части. На месте озера появится новый океан. Доктор геолого-минералогических наук Сергей Кривоногов из СОРАН говорит прямо: Байкал можно называть зародышем будущего океана. Но подождите, если Байкал и правда зародыш океана, то почему он выглядит совсем не так, как молодое море? Почему вместо соленой воды и простейших морских организмов внутри него живут существа, которым вообще нечего делать в пресном озере посреди Сибири? На 1,5-километровой глубине Байкала происходят вещи, которые наука до сих пор не может толком объяснить. В июле 2008 года на Байкал привезли два глубоководных аппарата — «Мир-1» и «Мир-2». Те самые, которые до этого обследовали «Титаник» и ставили российский флаг на дне Северного Ледовитого океана. Доставили их из Калининграда в Улан-Удэ на военно-транспортном самолете «Руслан», потому что другого способа перетащить такую технику через полконтинента просто не было. За 2 сезона «Миры» совершили 160 погружений. Они были сконструированы для океана, для соленой воды, и перед байкальской экспедицией их пришлось серьезно перестроить изнутри. Пресная вода ведет себя иначе. Другая плотность, другая плавучесть. Даже датчики глубины поначалу врали. Когда Мир-1 опустился возле мыса Ижемей у острова Ольхон, приборы показали глубину 1640 метров. Раньше считалось, что максимум Байкала — 1637. Потом данные уточняли, спорили, пересчитывали поправки на пресную воду. Но сам масштаб от этого не менялся. Чтобы представить себе эту глубину, возьмите Эйфелеву башню, поставьте на дно. Сверху поставьте еще одну, и еще одну, и еще 2. 5 Эйфелевых башен, поставленных друг на друга, и верхушка последней едва покажется из воды. Вот что такое 1642 метра. Но глубина, какой бы впечатляющей она ни была, это просто цифра. Гораздо интереснее то, что ученые нашли по дороге вниз и на самом дне. Начнем с Голомянки. Если вы никогда о ней не слышали, приготовьтесь, потому что это, пожалуй, самая странная рыба на планете. Голомянка маленькая, от 20 до 25 сантиметров, полупрозрачная, без чешуи и без плавательного пузыря. Тело этой рыбы содержит до 44% жира. Для сравнения, у хорошо откормленного лосося или скумбрии жирность от 13 до 27%. Голомянка жирнее их всех. У нее огромные для такого размера плавники, площадь которых вдвое больше площади самого тела. Пасть раскрывается так широко, что становится в 1,5 раза шире туловища. И она живородящая, что для пресноводных рыб большая редкость. Правда, ученые уточняют, это скорее ложное живорождение. Прямой связи между матерью и потомством нет. Рыба работает как живой инкубатор для созревания икры. Есть популярная байка, что если положить голомянку на солнце, она растает, и от нее останется только жирное пятно и скелет. Звучит красиво, но байкаловед Алина Стом из Иркутского госуниверситета это проверяла. Ученые оставляли голомянку на солнце в жару, и ничего подобного не произошло. Рыба просто испортилась, как любая другая. Кости у нее и правда очень тонкие и хрупкие, а тело мягкое, но целиком она не тает. Зато факт о жирности — чистая правда. Местные жители раньше использовали голомянку не как еду, а как топливо для ламп и корм для скота. Сейчас ее коптят и продают туристам, но это скорее сувенир, чем кулинарное открытие. Голомянка живет на глубине от 500 метров и ниже, при температуре воды от 0 до 8 градусов. В более теплой воде ей плохо. Она не сбивается в стаи, плавает в одиночку, днем прячется у дна, а ночью поднимается выше. Поймать ее почти невозможно. На наживку не клюет, на свет не идет, в сети не лезет. При этом голомянка – самая массовая рыба Байкала. Ее общая биомасса больше, чем всех остальных байкальских рыб вместе взятых. 3/4 рыбного населения озера – вот эта прозрачная, жирная, никому не нужная рыбка. Теперь нерпа. Байкальская нерпа – пресноводный тюлень, единственное млекопитающее, которое живет в Байкале. Взрослая особь вырастает до 165 сантиметров и весит от 50 до 130 килограммов. Живет до 55 лет, ныряет на глубину до 200 метров, а в случае опасности уходит и на 300.
задерживает дыхание до 70 минут. Ее тело выдерживает давление в 21 атмосферу. Для справки, человек получает баротравму уже при 5. Но главная загадка нерпы – откуда она вообще тут взялась? Ближайшие родственники байкальского тюленя – кольчатая нерпа из Ледовитого океана и Каспийская нерпа. Между Байкалом и Ледовитым океаном тысячи километров суши. Как морской зверь попал в закрытое озеро посреди континента? Одна из гипотез. Миллионы лет назад, когда ледники таяли, сибирские реки разливались так широко, что между Северными морями и Байкалом образовалась цепочка водоемов. По ней предки нерпы и добрались. Другая версия. Когда-то существовала более прямая водная связь, которая потом исчезла. Точного ответа до сих пор нет. Нерпа живет в Байкале, и все, что мы можем сказать наверняка, она тут очень давно. А теперь невидимый герой. Рачок эпишура, длиной 1,5 мм. Настолько мелкий, что без лупы его толком не разглядишь. Но именно эпишура составляет до 90% зоопланктона Байкала. Один рачок за сутки пропускает через себя стакан воды, отфильтровывая бактерии и водоросли. Миллиарды таких рачков работают круглосуточно, и именно благодаря им вода в Байкале прозрачна на глубину до 40 метров. Байкал чистый не потому, что далеко и людей мало. Он чистый потому, что внутри него живет микроскопическая армия фильтров, которая этим занимается без выходных уже миллионы лет. И еще кое-что, о чем почти никто не знает. На дне Байкала бьют нефтяные фонтаны. По оценкам ученых, ежегодно из таких источников в воду попадает около 6 тонн нефти. Нефть поднимается по трещинам из глубин земной коры. И еще одно напоминание о том, что под озером работает живой разлом. Во время экспедиции миров в 2008 году были обнаружены бактерии, которые питаются этой нефтью и не дают ей расползаться по озеру. Там же нашли грязевые вулканы и гидротермальные источники. На дне живут губки с ветвями длиной до метра, встречающиеся глубже 1000 метров. Всего в Байкале обитает больше 2600 видов животных и растений. Около 1700 из них эндемики, которых нет больше нигде на планете. По уровню биологической уникальности Байкал сравнивают с Галапагосскими островами. Только Галапагосы — это архипелаг в открытом океане, а Байкал — озеро посреди сибирской тайги. Вся эта экосистема складывалась от 25 до 30 миллионов лет. Она пережила ледниковые периоды, смены климата, вымирание. Обычные озера за это время десятки раз успели бы заилиться, заболотиться и исчезнуть. Большинство озер живут от 10 до 15 тысяч лет, не больше. Байкал существует в 2000 раз дольше и при этом не показывает никаких признаков старения. Он не мелеет, не заиливается. Наоборот, рифт продолжает расширяться, дно проседает, и озеро потихоньку углубляется. Но вот в чем проблема. Экосистема, которая выстояла миллионы лет, сейчас столкнулась с чем-то, чего раньше не было. И это не землетрясение, не ледники и не вулканы. Это кое-что гораздо более банальное и гораздо более опасное. В 2010 году ученые из Лимнологического института ЭСОРАН во время обычного обследования прибрежной зоны Байкала заметили кое-что новое. Дно в районе бухты Большие Коты на Южном Байкале покрывала зеленая слизь. Водоросль спирогира, обитатель прудов, болот и мелких стоячих водоемов, почему-то начала массово расти в одном из самых чистых озер планеты. Спирогира и раньше встречалась в Байкале, но в крошечных количествах, в мелких прогреваемых заливах. А тут она пошла в рост по всему побережью. К 2016 году водоросль охватила значительные участки мелководной зоны и начала продвигаться в открытый Байкал. По данным Центра антистихия при МЧС, почти 60% береговой линии озера оказалось покрыто этой зеленой массой. Обследование 2018 года, проведенное Лимнологическим институтом, не зафиксировало улучшений. Что происходит? Спирогира питается фосфатами и нитратами. В нормальной байкальской воде их почти нет. Но стоки от турбаз, гостиниц, прибрежных поселков, канализация, в которой полно фосфат-содержащих моющих средств, все это попадает в озеро. Химический анализ воды в местах разрастания спирогиры показал, что концентрация фосфатов и нитратов в сотни раз превышает нормальные для Байкала показатели. По сути, люди удобряют озеро, и водоросль растет так, как ей и положено расти в болоте. А дальше включается цепная реакция. Спирогира облепливает каменистое дно, вытесняет байкальские губки-эндемики, которые сами по себе работают как природные фильтры. Губки гибнут.
Когда спирогира отмирает, она гниет, выбрасывается на берег толстым слоем, и в этих гниющих полях активно размножаются кишечные бактерии. Вода у берега мутнеет, начинает пахнуть. Байкал, который миллионы лет оставался чистым, в отдельных местах начал цвести, как деревенский пруд. Но спирогира — только самый заметный симптом. Есть еще наследство, которое весит миллионы тонн. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был запущен на южном берегу озера в 1966 году. С первого дня работы он стал главным загрязнителем Байкала. Комбинат выпускал целлюлозу и десятилетиями сбрасывал промышленные стоки прямо в озеро. В 2008 году его обязали перейти на замкнутый водооборот, после чего производство стало нерентабельным. В 2013 году комбинат закрыли окончательно. Казалось бы, проблема решена, но нет. За полвека работы БЦБК в 14 бетонных накопителях на берегу Байкала скопилось более 6 миллионов тонн отходов. Шлам-лигнин, зола, щелокосодержащая жидкость — все это лежит в нескольких сотнях метров от воды. Накопители периодически подтапливает талые воды, дожди, колебания грунтовых вод. В 2021 году губернатор Иркутской области ввел режим ЧС в Байкальске из-за угрозы перелива. Когда надшламовые воды все-таки попали в озеро через городские очистные сооружения, Росприроднадзор зафиксировал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 400 раз. Ликвидацией отходов с 2020 года занимается Федеральный экологический оператор, структура Росатома. Работа расписана на несколько лет, стоимость не менее 30 миллиардов рублей. Но до полного решения пока далеко. А ведь есть еще один сценарий, о котором экологи предупреждают. Если случится сель с горного хребта Хамар-Дабан, он может смыть содержимое накопителей прямо в Байкал. И это не фантазия, а оценка рисков, зафиксированная в документах. Теперь добавьте к этому климат. Температура поверхностных вод Байкала растет. Это мировая тенденция, и Байкал не исключение. А помните рачка Эпишуру, того самого, который фильтрует воду? Эпишура живет в холодной воде, оптимально от 0 до нескольких градусов. Она крайне чувствительна к перепадам температуры. Если вода станет теплее хотя бы на пару градусов, Эпишуре станет плохо. А если Эпишура начнет гибнуть, рухнет вся пищевая цепочка. Не станет корма для омуля. Омуль — основная пища нерпы. Прозрачность воды упадет, потому что некому будет ее фильтровать. Экосистема, которая выстраивалась 25 миллионов лет, посыплется как домино. И вот тут стоит вернуться к геологии, чтобы увидеть всю картину целиком. Рифт никуда не делся, он работает прямо сейчас. Берега Байкала продолжают расходиться от 3,5 до 5 мм в год. Сейсмографы фиксируют тысячи толчков ежегодно. Дно проседает, озеро потихоньку углубляется. С геологической точки зрения Байкал — живой растущий организм. Через 20 миллионов лет, если процесс продолжится, рифт расколет Евразию, и на месте озера появится океан. 20 миллионов лет — это, конечно, настолько огромный срок, что человеку он кажется бесконечностью. Нам трудно переживать за то, что произойдет через такое время. Но проблема в том, что экосистема Байкала живет не в геологическом масштабе. Она живет сейчас. И то, что с ней происходит сейчас, определит, каким будет это озеро через 10, 20, 50 лет. Байкал — парадокс. Ему 25 миллионов лет, и он старше большинства горных хребтов вокруг себя. При этом он не стареет, а становится глубже. В нем 20% мировых запасов пресной воды, больше, чем во всех 5 великих озерах Северной Америки вместе взятых. Если бы все реки, впадающие в Байкал, вдруг пересохли, а Ангара продолжала течь, воды хватило бы на 400 лет. Внутри него живут тысячи видов, которых нет больше нигде. Он лежит на разломе, который медленно рвет крупнейший континент пополам. И при этом достаточно нескольких десятилетий — спирогира, стоки, потепления, шламонакопители на берегу, чтобы запустить процессы, которые природа не откатит. Геология подарила Байкалу бессмертие. Человек может его забрать. Океан из Байкала может и получится, но только если мы дадим ему до этого дожить. Друзья, спасибо, что досмотрели данный видеоролик до конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, также оставить комментарий под видео внизу, что вы думаете о данной тематике. Поделитесь вашим мнением. Всем пока.